Здравствуйте, мои подписчики, здравствуйте, гости моего канала. Итак, ребят, кто меня не знает, меня зовут Алла. Кто знает, всех приветствую. Сегодня у нас тема общего расклада – это «Какая женщина в вас влюблена?». Кто о вас мечтает? Может быть, кто-то из бывших вспоминает вас и вздыхает, а может быть, та, о которой вы даже не догадываетесь. Итак, расклад общий на две позиции, поэтому выбирайте, загадайте цифру 1 или 2, или, может быть, карту выбирайте, которая вам больше понравится, и определяемся с вариантом. Кто у меня смотрит, но еще не подписан на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, и мы начинаем наш общий расклад. Итак, это будет первый, это будет второй вариант. Двойку мы пока прячем и открываем первый вариант. Аркан смерть. Так, ну здесь, судя по сигнификатору, здесь возобновление новых отношений. Мы сейчас пока посмотрим, это как уже возобновление или это пока как идея вернуть отношения. Эта женщина уже с вами расставалась когда-нибудь? Да. У многих это отыграется жена. Какие у нее планы на сейчас, на вас? Да, ребят, первый вариант подойдет только для тех, у кого это будет либо гражданская жена, либо официальная жена. Ну, то есть, как бы это человек, с которым вы длительный период времени были вместе. Здесь все-таки по аркану смерти вы расстались. Вы расстались, здесь у кого-то мог быть развод, кто-то просто разошелся, если вы были, например, там в гражданском браке. Или же вы можете быть до сих пор женаты, но при этом не жить вместе, и каждый ведет свою собственную жизнь. Поэтому первый вариант подойдет для тех, вот у кого женщина сейчас начала уже думать о том, что она хочет вас вернуть именно как мужа. А что тобой руководит? Почему ты решила мужчину вернуть? Она вас не отпустила. Даже вот если вы с ней там очень жестко ссорились, даже если она совершала какие-то глупости, здесь человек изначально был к вам очень привязан. Здесь очень большая эмоциональная зависимость от вас. А чувства-то какие? Ну, смотрите, знаете, что здесь может у многих отыграться? Вот как говорят, с одним человеком ты начинаешь расцветать, ну, например, там с какой-то женщиной мужчина становится более успешный, у него выстраивается карьера, он становится успешным вот во всех смыслах этого слова, у него к нему легче приходят деньги, он становится более красивым, более ухоженным, подтянутым, то есть ему хочется идти в спортивный зал и так далее. То есть такая женщина этого мужчину как бы вот вдыхает в него жизнь, вдыхает в него ресурс, и мужчина реально становится другим, он становится в разы лучше, чем до нее. С другой женщиной наоборот, даже самый успешный мужчина, он почему-то становится проблемным, он начинает болеть, у него резко проявляются проблемы во всех аспектах его жизни, и в конце концов этот мужчина даже может запить. Вот настолько важно, с каким человеком вы находитесь, потому что одна женщина вам создаст крылья, вторая вас утопит в грязи. Поэтому здесь вот я привела пример к тому, что женщина осознала, что когда вы были в ее жизнь, она совершенно преобразилась. Она преобразилась здесь вот именно в лучшую сторону. Здесь она могла, знаете, как получить от вас какой-то такой заряд вдохновения, когда вот она анализирует, что рядом с вами она могла найти хорошую работу, она могла сама себя классно замотивировать, ей было хорошо с вами настолько, что ей хотелось расцветать, ухаживать за собой, ей хотелось становиться лучше и так далее. Но без вас вот такое ощущение, что вот все пришло в какой-то упадок. То есть вы действительно для нее были неким ресурсом жизненной энергии, вы для нее были источником вдохновения на самом деле. И женщина сейчас это поняла. Ну хорошо, ты сейчас это поняла, а раньше ты это понимала? Да, и раньше она понимала, смотрите, вот тут пара реально, аркан императрица и аркан император. Так, если ты это понимала, то что
Что произошло? Аркан Дьявол. Так, ребят, ну смотрите, с учетом, что это общий расклад, поэтому какие здесь могут быть варианты? У кого-то ваша женщина вам изменила. Произошло некое обесценивание вас. А сейчас ей дошло. Ей дошли ее ошибки, ей дошло ее вот это обесценивание вас и ваших отношений. И вот сейчас все стало ясно и понятно. Вот тогда, когда это все происходило, она этого, ну, как, знаете, как пелена между глаз была, она не понимала, что происходит. У кого-то здесь, знаете как, человек, ну, как бы это так покорректнее назвать, человек, который, ну вот, не видел в упор всех благ, всех тех достижений, вот всего того, что рядом с вами она получила или какая она стала рядом с вами. Ну вот как бы она в упор этого не замечала. То есть здесь у кого-то отыграется эгоизм, нарциссизм, у кого-то здесь отыграется неверность, у кого-то здесь отыграется обесценивание. То есть, знаете, по первому варианту здесь такое ощущение, что у женщины был период в ваших отношениях, когда, как там говорят, бес в ребро, седина в бороду, по-моему, как-то так. Вот действительно очень похоже на это, что человека здесь занесло не в ту сторону. Здесь не обязательно была измена. Но так как расклад общий, то у кого-то это отыграется, у кого-то больше отыграется, как, например, обесценивание, или инфантильность, или эгоизм, или наплевательское отношение, высокомерие и так далее. Поэтому тут каждый под себя сами равняйте индивидуально. Здесь речь о том, что вот был период, когда она действительно решила, что вы ее недостойны. Да, семерка пентаклей — это о том, что она была в вас разочарована. А сейчас наоборот. Такое ощущение, что она поняла, что рядом с вами. Смотрите, видите? Да, это жена. Здесь королева и король пентаклей. Здесь она поняла, что без вас жизни нет. Здесь человек осознал, что вот вы — это тот мужчина, который действительно ее. А вот все те ситуации, может быть, какие-то измены, эгоизм или высокомерие, или гордыня — это все приходящее. Вот сейчас она это поняла. Поэтому смотрите, тут даже, знаете, здесь даже не про влюблена. Вот я расклад назвала «Какая женщина в вас влюблена», «Какая женщина о вас мечтает». Я бы здесь немножко в первом варианте перефразировала. Здесь женщина сожалеет о том, что она вас потеряла, и да, женщина здесь мечтает о вас, но в формате, что она хочет вас вернуть, в формате какого-то переосмысления жизненных ценностей, понимания того, что ты важен, что вот вы были ее человеком. И что ты будешь делать? Ну, она будет пытаться какие-то маленькие шаги делать для того, чтобы вас вернуть. Здесь человек очень сильно хочет вас вернуть. Ну, а возвращать, не возвращать, это, конечно, дело каждого. Если вам нужна консультация, личное гадание, чтобы разобраться лучше в ваших отношениях, пишите мне в Viber, WhatsApp или Telegram, и сделаю вам личный расклад. Так, кто посмотрел и себя увидел, срезонировал расклад, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и мы переходим к двоечкам. Так, здесь восьмерка чаш. Что-то у вас сейчас происходит. Давайте увидим, какие события сейчас между вами происходят. Здесь, ребят, может быть, на сейчас у вас какая-то болезненная переписка, или вы прям в процессе ссоры. То есть может быть такое, что вот вы сейчас смотрите расклад, и вы как раз в ссоре со своей женщиной. Прям сегодня, может быть, вы там скандалили в переписке, выясняли отношения. Смотрите, могу сказать так, чувства здесь есть. Женщине здесь точно на вас не плевать.
Что вас связывает? Ну, давайте так, здесь не муж и жена, а здесь либо любовники, кто-то из вас занят, кто-то свободен, либо здесь отношения, когда вы оба свободны, но при этом, ну вот как бы всех все устраивало раньше, никто никуда не спешил, никто никому, как говорится, не мешал жить свою жизнь. То есть здесь не было никаких договоренностей, каких-то обязательств. Ну, типа мы с тобой встречаемся, пока нам классно вместе. То есть тут про то, что ни мужчина, ни женщина, вы здесь особо не думали про то, как сложатся ваши отношения, вот как дальше мы будем, там будем жениться, там будем съезжать вместе или будем встречаться только на выходных. То есть тут люди особо не парились. Здесь про то, что мы живем сегодняшним днем. Так, и чего сейчас происходит? Чего ты сейчас так? Угу. Здесь уже страхи пошли. Смотрите, ребят, она для себя определилась. По второму варианту у большинства мужчин здесь все-таки произойдет то, что женщина здесь определилась, и она поняла, что она точно вас не готова терять, и она точно хочет выйти вот из этого аркана повешенный. То есть аркан повешенный – это какая-то застоявшаяся ситуация в ваших отношениях сейчас. Это про то, что она уже поняла, что она от вас хочет, она поняла, как она это хочет, она поняла, когда она это хочет, понимаете? Как, когда, для чего. То есть человек здесь уже, по сути, определился. Здесь однозначно она хочет быть с вами. Здесь однозначно есть к вам чувства, есть понимание вашей ценности. Есть понимание того, что я хочу теперь, я сама определилась, теперь я хочу услышать от тебя, как ты это видишь, и я хочу, чтобы мы теперь вдвоем с тобой определились. Знаете, здесь даже не речь о том, что вот она побежит в ЗАГС, там, женить вас на себе, нет. Здесь речь о том, что она хочет от вас услышать какой-то определенности. Здесь расклад подойдет, знаете, кому? Вот если вы нерешительный мужчина, или если вы какой-то такой холостяк многолетний, когда вот, как бы, ну, хорошо мне с ней, да и хорошо, как бы, ну, вот я на больше не думаю. Или, может быть, вы какой-то стеснительный мужчина, так бывает. Очень много классных мужчин бывают скромных, даже чересчур. И там, где нужно уже проявиться как-то, мужчина начинает там как-то вот тормозить, мужчина начинает там как-то вот слишком заморачиваться, что она подумает, а вдруг она не так поймет, а вдруг еще рано. То есть, понимаете, здесь уже суть в том, что женщина даже не то, чтобы она в вас влюблена была, здесь человек уже просто понимает, что я хочу быть с тобой. То есть тут уже как бы это свершившийся факт, что ну да, я в тебя влюблена, ну да, ты для меня важен, ну да, я хочу быть с тобой, и более того, я хочу от тебя услышать, как ты к этому относишься. То есть здесь о том, что человек... Чего ты хочешь? Давайте еще раз спросим. Ну, смотрите, здесь очень к вам такое отношение, знаете, вот если в первом варианте там было обесценивание партнера, то здесь наоборот. Здесь вот на сейчас женщина как раз в эпицентре вот этого понимания, что вы для меня, вы, Господи, что ты для меня очень важен, что ты для меня мой человек. То есть для меня теперь все понятно, все очевидно. Теперь дальше шаг за тобой. Да, она здесь боится, что вы можете сказать нет. Она боится того, что она тут, знаете, нафантазировала себе какие-то истории любви. Да, она боится, что вы можете отодвинуть ее, что вот вы можете там как-то уйти на дистанцию. То есть, короче говоря, здесь человек, я бы даже скорее по второму варианту назвала, знаете, как заголовок видео. Кто из-за вас не спит ночами? Вот скорее вот так. Она здесь реально ломает себе голову и не спит ночами, потому что тот человек понимает, что пришло время определяться, что она готова с вами определиться, она готова вам эту информацию подать. Но здесь куча страхов. А вдруг откажет, а вдруг ему это не нужно, а вдруг я его потеряю, а вдруг он от меня дистанцируется, а что я потом буду делать. То есть пока что вот у нее тараканы бегают в голове, разбегаются просто в разные стороны. И вот она от этого бардака в собственных мыслях пока что у нее, грубо говоря, едет крыша. Поэтому, ну, условно, конечно.
Поэтому те из вас, кто узнал себя в этом общем раскладе, здесь нужно с вашей стороны уже определение и с ней уже откровенно поговорить на тему вашего будущего. Так что, двоечки, очень все тут хорошо. Здесь просто нужно найти общие точки соприкосновения, меньше переживать, меньше себя накручивать и больше делать, больше быть откровенными друг с дружкой. Так, на этом все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Для желающих заказать личное гадание, мои контакты на экране. Пишите мне ВКонтакте, господи, пишите мне в Вайбере, в Телеграме или в Ватсапе. Просьба не звонить, просьба только писать. На этом всем хорошего вечера, кому-то хорошего дня и всем пока.